Всем привет, я Макс Асабин. И давайте сразу сделаем вид, будто ничего необычного не произошло. Вообще, я не планировал делать видео перед Новым годом, но пару дней назад ко мне вернулось желание реализовать формат, который я давненько хотел сделать, но что-то мешало мне. В общем, сегодня я устрою себе челлендж, в котором попытаюсь сделать новогодний арт из абсолютно случайной фотки со стоков. В общем, не будем затягивать вступление, а расскажу все по ходу дела. Поехали? Поехали? Чё? Итак, давайте начнем. Сразу скажу, какого-то хорошего сайта с рандомной выдачей фотостоков я не нашел, поэтому я решил использовать один из бесплатных. В целом база почти на всех бесплатных фотостоках одна и та же, но этот я выбрал, потому что тут в адресе можно найти порядковый номер конкретной фотографии. Затем я изучил примерный диапазон, в котором вообще фотографии существуют. Это от 15 тысяч до 10 с чем-то миллионов. И вбил этот интервал на сайте random.org. Затем я буду генерировать число, вбивать его сюда, и это должно выдать нам какую-то фотографию. Так, давайте начнем. Генерируем число. 8 миллионов 3 тысячи... 8 миллионов 375 тысяч 319. Что же нам даст сайт? Окей, давайте что-то сделаем с этим. Господи, зачем я это вообще начал делать? Я потерял перо. Это может быть уважительной причиной не делать ничего. Ладно, так, ой, белый фон, не ослепните, пожалуйста. Так, я не знаю. Давайте попробуем перекрасить ему гринскриновую футболочку. Что происходит? Почему это сложно так делать, когда ты разговариваешь и записываешь себя? Слишком ярко, слишком тускло. Что еще мы можем сделать, чтобы сделать этого парня новогодним? У меня есть идея. Давайте попробуем сделать ему седые волосы. Отделим от фона. Создадим общую папочку. Это я делаю для того, чтобы удобно было потом внутри использовать всякие корректирующие слои. Так, Selected Mask. Почему я стараюсь так, как будто это работу, за которую мне должны заплатить огромное количество денег, и иначе клиент меня выпарит. Так, давайте сделаем все примерно. Я думаю, у нас эта фотография задержится ненадолго. Так, что я хотел вообще сделать до этого? Высветлить ему волосы. Что это такое? О, так даже лучше. Пусть они у него будут не седые, а покрытые снежком. Отлично. В принципе, можно его весь немножко покрыть снежком. Я это делаю гранжевыми кистями, любыми абсолютно. Но у меня есть набор, которым я делился со своими патронами. Какую-то новогоднюю картинку у меня с него не получилось сделать, но я, по крайней мере, делаю из него парня, который сидит в снегу. Ладно, давайте просто вобьем новогодний фон. Отлично. Сделаем вид, что собаки там нет. Добавим какую-нибудь тень. Чтобы добавить тень, я попробую убрать только свет. Для этого использую Blend If. Например, с синим каналом. Это выглядит странно. Я не понял, что я сделал. Но допустим. Да, в общем, я признаю, что здесь я проиграл. Я просто не могу сделать из этого какую-то серьезную работу. 1-0 не в мою пользу. Итак, попытка номер 2. Давайте попробуем начать все сначала. Вбиваем номер. С этим можно работать. Это даже могло пойти на фон к предыдущей фотке. Ну, давай, скачивайся. Итак, отлично. У меня даже настроение поднялось. Давайте изучим фотографию. У нас здесь свет.
жесткий свет от солнца, но в принципе мы, наверное, сможем его спрятать. Давайте попробуем избавиться от неба способами, которые предлагает сам Photoshop. Ага. Так, нам нужна только масочка. Слушайте, неплохое небо. Ладно, давайте пока оставим это небо и сделаем его ночным. А дальше я уже плотно погрузился в работу над артом и, к сожалению, не осилил говорить лайвом что-то содержательное и интересное. Зато с этого момента, пожалуй, я уже могу немного оценить мой эксперимент с форматом видео как наполовину удавшийся. С одной стороны, сам челлендж мне однозначно понравился, и у меня получилось показать как неудачное, так и удачное его проявление. С другой, мне предстоит еще много работы над преодолением страха камеры, а также научиться нормально и активно разговаривать во время такого процесса, а не бухтеть себе под нос, как я делал это здесь. Но не судите строго первую половину видео, это мой первый опыт, и в наступающем году я хочу чаще практиковать что-то подобное. Рано или поздно научусь. Кстати, о планах и итогах года. Перед Новым годом мы с Катей Форели решили пообщаться в рамках подкаста, и там мы обсудили много разных творческих тем. Нам будет приятно, если вдруг наш подкаст скрасит ваши праздничные дни. Ссылочку найдете сами знаете где. Только, не нужно уходить слушать подкаст прямо сейчас. Тут у меня еще целая половина видео впереди вообще-то. Подкаст никуда не убежит. А в арте тем временем я использовал любимую карту градиента и Blend Div, чтобы сделать пейзаж более снежным. Солнечный свет удобно стал похож на снег, засыпавший авто, а жесткую тень я припрятал, нарисовав вместо нее мягкую. И хоть в общих чертах это уже было похоже на зиму, новогодней атмосферой тут особо не пахло. Но красный мешок на машине навел меня на мысли о подарках. Так что я продублировал его, и это уже что-то. Затем, после некоторой паузы в работе, я решил нарыть еще зимних стоков и сделать зимнюю атмосферу посерьезнее. Я обмазал горы разными зимними рельефами, так как просто исходные пустые горы, перекрашенные в белый цвет, не выглядели убедительно без какой-то каменно-снежной текстуры. Еще лучше с этим помогли куча стоков с зимним лесом, которыми я завалил почти все горы и аккуратно все это смешал. Теперь это наконец-то перестало быть похожим на пустыню. Ближний план я решил превратить в берег речки. Для этого накидал разных кусков с заснеженными бережками, обозначив приблизительные очертания будущей реки и примерно представив, какая часть фона там будет отражаться. Исходное небо я в итоге смешал с плавным градиентом и подкрасил облака в розовые тона, чтобы сделать его таким полузакатным. Берег с плотным слоем снега уже не очень сочетался с просто перекрашенной землей. Так что пришлось накинуть снежных фоток и на всю оставшуюся землю. От оригинала разве что дорога проглядывается. Поэтому я посчитал уместным украсить фон красными линиями от цвета фар. Тут же я добавил небольшой домик вдалеке и перешел к аккуратной подгонке всех кусков стоков, подчищая их маски и выравнивая цвета. После этого я начал работать над атмосферой, добавив туман и уведя все в более вечернее освещение. Надо же нам как-то выделять всякие новогодние светяшки, которые тут обязательно должны быть. Я сразу набросал свет перед машиной, куда я потом кину фонарь. И, конечно же, гирлянды. Нарисовать их с нуля достаточно просто. Чисто полоски проводов, да светящиеся разными цветами точки. А реалистичность этому придает уже свет, который ложится на рельеф авто. Дальше я с нуля нарисовал еще больше мешков. Когда я вот так рисую какие-то мелкие объекты, стараясь, чтобы при этом они как-то сильно не выделялись на фоне фотографий, я стараюсь придерживаться строгого порядка. Сначала сплошным цветом прорабатывая форму, а затем рисуя свет и тени, строго следуя окружению, которое я создал в проекте. Для большей реалистичности было бы полезно зафотобашить текстуру, накинув поверх фотки мятых мешков. Но, честно говоря, я так устал к этому времени шерстить стоки. Слушайте, такая прикольная мысль сейчас в голову пришла. Что если мое видео будет последним, которое вы лайкнули в этом году? Ну или первым в следующем? В любом случае, меня бы такой подарок порадовал. Эй, чел, который поставил дизлайк, я все видел. Но я не обижаюсь, тебя тоже с Новым годом. Ну и фонарь я решил тоже нарисовать, просто потому что это показалось мне проще и быстрее, чем искать, вырезать и вписывать фотку.
После мелких доработок я отправился в Blender создавать отражение в речке. Ну вы знаете, плейн с фоном, плейн с машиной, плейн с водой, шейдер с шумом в нормальных и все такое. О том, как это достаточно просто делать, я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, где я делал арт с летающим островом. Ну и на Патреоне есть подробное видео об этом. Чтобы лучше вписать отражение в речку, вместе ее перехода в берег я вернул немного отражений из исходных фоток. Под конец я добавил снежок в воздух. Это просто набор старых собственноручно отрендеренных частиц. Поработал над общей цветокоррекцией и добавил чуть дымки на фон. Основной процесс занял у меня около 3 часов. Это достаточно мало для меня. Хотя на самом деле я потом, как всегда, еще посидел, повозился с цветокором и более аккуратно прорисовал всякие мелочи. И все это закончилось вот таким результатом. Ну и под конец хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и пожелать избегать негатива и того, что плохо влияет на ваши нервы и психическое здоровье, которые, так скажем честно, сложно беречь в последние пару душных лет. Мотивируйтесь и пробуйте себя в творчестве, даже если вам кажется, что это не для вас или кто-то говорит вам, что у вас плохо получается. С должным упорством и желанием вы можете научиться всему. Хорошего вам года! А теперь можете идти смотреть подкаст.